Дамы и господа, здравствуйте! И снова я со своим обзором. Да, это второе видео уже обзора. Вроде бы канал влоги, там о чем и не о всем. Или о всем и не о чем. Но хочется также с вами поделиться, на что снимаешь, как снимаешь. Обзор камеры я, конечно, сделаю как-нибудь. Просто не все еще пришло. Одну камеру я заказывал, не знаю, почти месяц назад. Вторую из H Pro 2. И до сих пор ее нету. И вот прикупил я такую штучку себе. То есть раньше я пользовался, те, кто с машины снимают, знают, на присосках, с Китая выписывал. Магазин не буду говорить, все вы знаете, что за магазин. Уже обламывалось крепление, я тут уже сверлил, прикручивал, делал. Ну, в принципе, держит. Но проблемка была в том, что я проехал 400 километров, и у меня она висела всего лишь на одной присосочке. Но благодаря такому тросику, я тросик тоже делал сам. Флюокарбон. Рыбаки знают, в принципе, что это такое. Держит очень хорошо, прекрасно. Камеру привязал, и ничто никуда не упало. И так как на следующий год планируется тур, очень большой тур, Норвегия, Лофотен, Лофотинские острова, около 7000 километров на машине, будет что поснять, а подснять есть что, там колесико красивенькое можно, да, например, снять, еще что-нибудь, слева-справа камеру прицепить, в принципе, можно что снимать. Я заморочился с креплением для камеры на стекло или магнит. Нашел я вот такую штуку у китайцев тоже. Но они почему-то, и цена, кстати, адекватная, 33 евро была, они почему-то отказались ее высылать в Германию. Вот, давай ковырять Amazon, и на Амазоне я нашел, он от фирмы Smalring, на магнитах, 3 магнитах и липучки. То есть она и магнитит, и присасывается к стеклу хорошо. И вот я решил вам сделать небольшой обзор, показать. Довольно такая увесистая штука. Да. Ну, в принципе, тут такого ничего нету. Есть только вот крепление для камеры, крепление для GoPro. И все. И больше ничего нету. Ну, попробуем сейчас прикрутить на камеру. Для таких вещей используют GoPro. В принципе, липучки. Ну, стол держит стол. Как бы теперь отлепить мне. О, оторвал. Ну что, теперь мы протестируем, пойдем к моей грязненькой машине, так как Баушель здесь стройка идет, дома строят, и раз помыть и проехать 2 раза мимо, а машина будет вся грязная, так что не пугайтесь. Пойдем мы сейчас прикрепим, посмотрим на стекло. Оп, а что это болтается? Нет, хорошо держится. Насколько она хорошо будет держать. Пойдемте к машине. Ну что, дамы и господа, вот и наша грязненькая машина. Мы сейчас протрем стеклышко. Тут я пробовал уже что-то, делал. И попробуем первым делом на стекле, насколько оно хорошо держит. Ну смотрите, держит довольно, скажу так, плотно, но я бы все равно тросик привязал бы куда-нибудь сюда, веревочку какую-нибудь, еще что-нибудь. И я вам подсниму немножко поближе. Вот так оно красиво выглядит. Ну и теперь мы ее попробуем на магните. Стекло бы, ну, все равно страшновато мне стеклышко, я скажу вам. Давайте попробуем сюда. Тут прям грязное такое все. Опа-ля. Посмотрите, ну тут она, конечно, держит мертвая, скажу вам. Тут, наверное, можно дверь открыть. Да? Вот так, можно даже дверь открывать.
Мощно, мощно, я скажу, магнит мощный. Вот за нее точно теперь не боюсь. И также вам поближе. Вот так она красиво держится. В общем, ролики будут еще красивее. Так, друзья, ну что, попробуем теперь снять. Надеюсь, получится у меня. Бомба. Оп. Ха-ха-ха. Правда, держит Бомбенфест. В общем, я могу вам ее порекомендовать. Цена, конечно, для такой вещи немножко кусается, но если вы часто снимаете, 65 или 66 евро. Вот. Но для поездок, да, довольно хорошо, я скажу вам. Я вам ее посоветую. Да, мне нравится. Но мы еще в практике ее тоже проверим, посмотрим, как она будет работать. Ну а вам, если ролик понравился, пишите, хотели бы такую штучку поставить или пользуетесь, может, чем-то другим. Буду рад. Комментарии, лайки и колокольчик не забываем.